Всем привет! Вот у нас в Канаде наконец-то вышло нормальное солнышко, погода неплохая, плюс 16, можно спокойненько, не дрожа, быть на улице. Хотел поговорить на секундочку о финансировании конвоя свободы, что происходило и что сейчас происходит. Значит, я не знаю, насколько вы следили, но есть в Америке две платформы, которые работают по всему миру. Это платформы некоммерческие, они не для выгоды, они базируются в интернете. И в чем заключаются эти платформы? Если вы хотите создать акцию пожертвования для чего-то, например, вы хотите сделать акцию для, чтобы помочь кому-то с его трудностями финансовыми. Вот, например, остался без жилья, надо срочно ему деньги, нет денег, надо срочно деньги, чтобы было где жить и так далее. Вы можете создать акцию пожертвования на одной из этих платформ и разрекламировать ее более-менее. И люди, которые захотят пожертвовать, они могут посылать туда деньги. Потом эти деньги, в ту секунду, что проходит время и акция закрывается, эти деньги идут напрямую тому, для кого они были собраны. Ну, вот типа такого. Значит, есть платформа, которая называется GoFundMe. Типа, иди финансируй меня. Есть Gives and Go, которая дай, пошли и вперед. Ну, что-то типа такого, перевод дословный. Вот. Значит, началось все с GoFundMe. Они, на их платформе была открыта акция пожертвования для водителей грузовиков, для конвоя свободы. И слегка так набралось 10 миллионов долларов. 63% было пожертвовано с Канады и 37% с Америки и других стран. Вот. Значит, они даже успели 1 миллион долларов перечислить организаторам конвоя, чтобы те могли раздать их водителям грузовиков, которые находятся в Оттаве, ну, на бензинчик, на покушать и так далее. Вот 1 миллион они раздали, а потом они заморозили, потому что поговорили с полицией Оттавы, поговорили с мэром города Оттавы, и те им сказали, что ребята, тут происходит что-то ужасное, этот конвой свободы терроризирует город, насильственные эти вот и действия, и, короче, просто преступность вовсю. Ну, те после нескольких дней сказали: окей, нам нечего делать, если это действительно на такой степени плохое, мы замораживаем этот счет, замораживаем эту акцию. Теперь, ну, во-первых, начнем с того, что мы все видели фотографии, видео с этой демонстрации. Никаких насильственных акций там не было, никто никого не бил, никто никого не резал, никакого оружия и так далее. Значит, все, что им наговорила полиция Оттавы и мэр города Оттавы, по идее, полная чушь. И, в принципе, как бы ожидалось от независимой платформы, чтобы они чуть-чуть проверили хотя бы. Ну вот они испугались, не хотели портить отношения ни с полицией, ни с кем, как бы, и вот они решили, что проще будет заморозить, черт с ними, с этими водителями грузовиков и так далее. Вот они заморозили, потом они сказали, что они эти деньги, они поговорят с организаторами акции, и эти деньги переведут на другие нужды. Ну, тут они получили серьезный такой выброс негативной энергии в их сторону со стороны людей, которые жертвовали, и просто людей, которые сказали, что как это так, мы пожертвовали на определенную акцию, а вы сейчас эти деньги куда-то собираетесь перечислять. Ну, после, и особенно в Америке тоже там республиканские сенаторы к ним обратились, сказали, что ребята, вы что, это как-то не очень красиво, не очень законно, и вообще, что за фигня. Ну, короче, вот они передумали, сказали, что деньги все автоматически будут возвращены в течение недели тем, кто их пожертвовал. Вот, ну вот так вот. Оставьте то, что потом эти счета, на которые вернули деньги, начали замораживать благодаря труду его чрезвычайному акту. Ну вот так вот они вернули. И тут же поднялась вторая платформа, христианская платформа. Сказала: знаете что, а мы поддерживаем тракеров, мы поддерживаем водителей, и нам по барабану, что там политики говорят, мы открываем акцию. И вот они набрали те же 10 миллионов долларов, и потом уже пошли на них в суд. Вот полиция Оттавы, правительство открыло судебный иск против них, чтобы они заморозили эти деньги, чтобы они их не перечисляли. Те упирались, сказали, что Канада, в принципе, им не указ, так как они базируются в Америке, и так далее. Началась туда-сюда вот эта вот трепотня немножко.
в конечном итоге произошла еще одна тема, что граждане Оттавы собрались вместе и подали в суд иск на организаторов конвоя, на конвой и на всех, кто к нему может быть причастен, что вот они понесли убытки, что этот конвой принес им ущерб финансовый, и типа они требуют 20 миллионов долларов. Вот так вот. Ну, кинули, я не знаю, откуда они взяли эти цифры. 20 миллионов долларов много денег. Но вот они так сказали. И потребовали заморозить эти деньги, чтобы на всякий случай, типа, если суд выиграет, чтобы им было откуда взять эти деньги. Потому что вы же понимаете, что брать деньги на сегодняшний день у какого-то организатора конвоя, особенно такую сумму, это абсолютно тупо и бессмысленно, потому что он просто объявит себя банкротом в ту же секунду, и ничего они не получат. Ну, это как бы довольно-таки законный процесс. Объявляешь себя банкротом, и ты никому ничего не должен. Вот. Теперь компания Gives and Go сказала, что, ребята, идите-ка вы со своими судебными исками и так далее, что какого черта вообще? Люди давали деньги на акцию, жертвовали, а вы сейчас хотите эти деньги забрать, кому-то перечислять, что это такое? Ну вот 14 марта они объявили полностью, что все деньги вернутся. Они до сих пор хотят перевести деньги тем, кто нуждается, но так как они понимают, что переводить бессмысленно, так как у тех замороженные счета и так далее, они как бы эти деньги возвращают тем, кто пожертвовал, и советуют им найти другой способ, который невозможно будет перевести в суд и так далее, передать эти деньги нуждающим. Вот. Теперь на секундочку остановимся насчет граждан Оттавы. Значит, конвой свободы был в центре города Оттава перед парламентом. Причем конвой свободы призывал все бизнесы, которые находятся в этом центре Оттавы, быть открытыми. Они сказали: слушайте, тут у нас куча народу, надо кушать, пить кофе, там перекусить, то все, одежду купить, там трусы на смену и так далее. Откройтесь, мы будем у вас покупать. Вы заработаете столько, сколько вы не зарабатывали за эти 2 года пандемии, потому что еле как работали. Но вот получили приказ от мэрии города и от Труда не сметь открываться. Часть кафешек и так далее все-таки открылись, заработали хорошие деньги. Многие из них вообще это делали или с бешеными скидками, или бесплатно. Вот, чтобы поддержать как-то водителей грузовиков, хотя они, в принципе, как бы бизнес, который находится в центре города, и они типа страдали, такие мученики, как их описывало правительство Канады. И опять же, вот этот указ не открываться был издан именно для того, чтобы были жертвы, чтобы можно было потом сказать: вот есть жертвы конвоя свободы. Ну вот так вот Трудо любит справляться с теми, кто стоит против него. Вот, ну вот, так они потом собрались, эти бизнесы все, и сказали, что мы терпим убытки. Теперь интересная тема. Трудо им уже заплатил. Трудо объявил, сказал: все, кто были закрыты вот эти 3 недели из-за конвоя свободы, мы вам всем заплатим компенсацию. Значит, получается, они уже компенсированы. И несмотря на то, что они уже компенсированы напрямую от правительства, они все равно подали в иск. И иск этот, в этом и заключается весь интерес, что иск этот был подан не столько, сколько получить деньги, потому что понимают, что они ничего не получат, так как те объявятся банкротами, и на этом все закроется, а именно вот надавить еще больше на вот эту вот финансовую часть конвоя свободы, чтобы просто добить их. Вот. И вот они подали этот иск в суд, который до сих пор так и не решился, пока разбирательство идет. У них есть адвокаты, которые что-то там выступают, что-то там рассказывают всякую фигню, вот, и пытаются что-то кому-то доказать, что они потерпели ущерб. Как бы опять же, ущерб был, но ущерб уже покрылся нашими деньгами налогоплательщиков. Покрылся ущерб этому городу Оттавы. Послушайте, никто не виноват, что в Оттаве находится парламент. Происходит демонстрация людей, свободная демонстрация, мирная демонстрация, без всяких применения оружия, без ничего. Несмотря на то, что говорила полиция и пыталась как-то обосновать то, что они потребовали закрыть финансы. Вот. Происходит демонстрация. Демонстрация происходит напротив парламента, потому что они бастуют против парламента. Но никто же не виноват, что этот парламент оказался в центре города Оттавы. Если бы он был где-то у черта на куличках, демонстрации были бы там. Никто в Оттаву не заходил. Значит, жители, которые живут в Оттаве и кормятся за счет этого парламента, должны тоже принять риски. Что если начинается вот такая вот буча, демонстрации людей свободные, и свободных людей демонстрации,
то они могут как-то, ну не все же время только жрать, да? Надо же как-то расплачиваться. Вот. Но дело не в этом. Это, конечно, другая тема уже. Вообще, мне, конечно, жалко лично людей, которые пострадали финансово от этого. Но с другой стороны, ну вам дали бабло, закрыли вам ваш ущерб. Так сидите тихо, не рыпайте. Что вы начали с этим судом сейчас? Иск, шмиск. Кому это надо? Вот эти вот политические игры, начали, влезли в эти политические игры. Я там написал вам, переведите к черту парламент. О, там же здание, как его переводить, что за чушь ты несешь. Слышь, а кто виноват? Ну любите хавать за счет парламента. Вот любите и платить за счет парламента. Вот поддерживайте свой парламент. Че? Ну, короче, вот такая тема, извиняюсь, да, у меня тут эмоции немножко в этом плане. Вот. Потому что люди вообще ошарашенные. За них борются, за их свободу борются, а они еще что-то выпендриваются. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что получается как бы такая тема, кстати, против этой первой платформы, которая вот так вот быстренько заморозила эту акцию, подали иски в Америке, несколько генеральных прокуроров штатов, которые, ну, республиканцы, конечно же, они подали иски расследовать, какого черта, типа, вообще платформа влезла в политику и закрыла это финансирование, эту акцию. Как бы, ну какие доказательства им предоставили? Ну вот сказал им этот бывший главный полицейский Оттавы, что у нас тут террор. Ну и что, это значит, что есть террор? Пошлите туда своих людей, посмотрите, что там творится. Кого-то бьют, кого-то обижают, кого-то убивают. Если да, закройте, а если нет, что вы на слово поверили? И что теперь? Теперь получается, что он соврал? Ну и что теперь? Как это помогает водителям грузовиков? То, что он соврал, и вы ему поверили. И не надо делаться теперь, что мы не виноваты, мы только послушали полицию. А слышишь? Ну вот полиция вам соврала, и что теперь? Если бы в свое время раздали бы деньги нормально, то люди бы получили деньги, и было бы на что жить им. Из-за того, что вы вот так вот тормознули, все вот это отменили, вот это вот неделю пока вернули деньги, потом те пока послали в другую платформу. Слышь, не надо обобраться. Что это такое вообще? Ну вот, короче, в Америке сейчас идет разбирательство против этой платформы. Они должны быть абсолютно нейтральными, без всякой политической связи, без всякого политического давления. Но, как оказалось, это не так. Вот. По поводу жителей Оттавы, надеюсь, что они получат кукиш. Это то, что они заслуживают. А могут... Жалко, что нельзя выражаться, как бы, но вот я бы мы еще и, кроме кукиша, им пару ласковых слов сказал. Ну, я говорил в Твиттере, как обычно. Вот, всем, кто там выделывался, но ну вот как-то так вот оторвались немножко, я оторвался немножко своими эмоциями на них. Ну, вот такая вот тема прошла. Молодцы, Gives and Go, вот эта христианская платформа, молодцы, не подались. Они в самом начале сказали, что нам правительство Канады не указ, политики Канады нам не указ, потому что мы абсолютно альтруистическая платформа, не для выгоды. И вот на кого пожертвования идут, тому мы даем эти деньги. И это, в принципе, абсолютно правильно, абсолютно честно. Они сказали, если бы это была террористическая организация, да. Но это не террористическая организация, никаких терактов не делала, ничего не делала. Почему мы должны прерывать ихнюю акцию из-за того, что какой-то там полицейский не может справиться со своими обязанностями и пытается как шваль пойти за баблом просто. Потому что в этом и заключается вот эта вот политика Канады, что они просто давят на людей, чтобы им жрать нечего было. Извиняюсь за выражение. Вот. Но вот так вот они любят подавить на людей, закрыть у них деньги, чтобы им нечего было кормить ни семьи, ни платить за квартиру, ничего. Вот это вот их самая такая-то вот. А потом они еще кого-то другого называют диктатором. Понимаете? Путин, конечно, диктатор, но Трудо диктатор не меньше, а еще и даже хуже, потому что Путин хотя бы не скрывает того, что делает, а вот Трудо все делает из-под тишка, как подлец. Вот поэтому это самый худший диктатор, когда это все втихаря делается из-под тишка, и когда люди этого не ожидают, и когда людям промывают мозги, что это все демократия. Какая же это демократия, если они мирно вышли на демонстрацию? Ни одной палки не было там, ни одного оружия, ничего не нашли. Дети там бегали. Какая это террористическая демонстрация? Только потому, что против Труда, все, значит, они вне закона. Вот так работает демократия в западных странах. Не только в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии, в Европе, в Америке так вообще, конечно же. В Америке они, правда, боятся немножко, потому что у многих американцев есть оружие дома. Там чуть опасно с ними так разбираться. Но вот тут вот они, вот так вот у нас работает демократия по-западному называется.
Все, должен бежать. Всем привет. Спасибо за внимание, как всегда. Будем на связи. Счастливо.